Привет! Я рада приветствовать тебя на своем канале «Тайное место». Здесь я расскажу тебе много интересных историй. Я решила начать серию видео про выживание людей в экстремальных условиях. И начать эту серию я хочу с рассказа о всем нам известных уругвайских регбистов, которым больше 2 месяцев приходилось выживать в холодных горах Анд. Это команда по регби Old Christians, двукратный чемпион Уругвая. Только что им предложили вариант товарищеского матча с командой из Чили Old Boys. Уругвайцы собираются вылететь в Чили, город Сантьяго. 22-летний игрок Нанда Парада берет с собой свою маму и младшую 19-летнюю сестру. Прогноз обещает мощный шторм над Андами. Лететь опасно. Пилоты принимают решение переждать непогоду в городе Мендоса, который находится в Аргентине. На следующий день погода не улучшается. Вариантов немного. Либо вернуться назад, либо испытать удачу и лететь в пункт назначения, надеясь на благополучный полет. Местные летчики подсказывают экипажу пересечь горный хребет не напрямик, а через перевал Планчон, где Анды менее высокие и опасные. А уже дальше, миновав этот перевал, можно будет спокойно долететь до города Курико, а уже оттуда взять курс на Сантьяго. 13 октября 1972 года команда Уругвая по регби направляется на матч из города Монтевидео в Сантьяго, Чили. В ходе полета экипаж неправильно определил свое местоположение, посчитав, что они уже пролетели горы. Пилот сообщил о прохождении Курико. Авиадиспетчер разрешил снижение на Сантьяго. По пути самолет попадает в зону турбулентности, и пилоты сбиваются с курса. Видимость падает до нуля, и пилоты ориентируются только по времени. Когда циклон пройден, прямо перед авиалайнером возникает скала. Возможности уйти от столкновения нет. В 15 часов 30 минут рейс Fairchild FH-227D зацепил хвостовой частью вершину пика. Вследствие ударов о землю и скалы лайнер теряет хвостовую часть и оба крыла. Изуродованный фюзеляж самолета на огромной скорости катится вниз по склону, пока не врезается носом в глыбы снега. Ребятам очень повезло, что на их пути не было новой скалы, которая бы точно убила всех пассажиров. Из 45 пассажиров и членов экипажа после падения выжили 32 человека. Они находятся на высоте 4000 метров, где температура опускается до минус 40 градусов. У них катастрофически мало еды и воды. Также никто не знает их точный план полета. Их история станет одной из самых поразительных и ужасающих историй выживания 20 века. Когда самолет не приземляется в Сантьяго, чилийские воздушные войска начинают поисково-спасательную операцию. Для начала расследование обстоятельств крушения самолета должно базироваться на маршруте полета. Поиски начинаются от последнего известного местонахождения самолета и продолжаются оттуда в обратном направлении. Также свои поиски начали Уругвай и Аргентина. В первые несколько дней после крушения выжившие сожгли все деньги. Когда горючие предметы кончились, то по ночам, чтобы согреться, они ложились близко друг к другу. Каждые полчаса они били себя по лицу и телу, чтобы согреться. И если кто-то хотел помочиться, то он делал себе это на руки, чтобы согреть их. Уже на второй день над местом крушения кружат самолеты. Люди прыгают от радости, машут руками, но безуспешно. С такой высоты белый корпус самолета не видно на снегу, а люди кажутся крошечными черными точками. Первую ночь в холодных условиях гор не смогли пережить еще 5 человек, которые умерли от холода и полученных травм. Теперь в живых осталось 28 пассажиров. Наибольшую опасность для них сейчас представляет гипотермия, когда организм подвергается воздействию холода. Когда температура падает, кровеносные сосуды, которые располагаются близко к поверхности кожи, сокращаются.
Приток крови к внутренним органам уменьшается. Это поддерживает основную температуру тела и защищает жизненно важные органы. Но при длительном действии холода утрачивается нервная и моторная функция. Сердечный ритм и частота дыхания сокращается, и человек погибает. Первым из родственников пропавших в штаб спасательной операции в Чили прибывает отец Карлитоса, Карлос Паэс Виларо. Он пересек континент, чтобы найти своего сына. Ему разрешают участвовать в спасательной операции и даже берут его на борт вертолета. А тем временем люди становятся все слабее от голода. Они распределяют между собой скудные остатки пищи. 8 шоколадок, немного конфет и сухофруктов, пачку крекеров и 3 небольших банки варенья. С момента крушения у Нандо Пареда пробита голова, и он пришел в себя только на 3-й день. Роберто Канесса сообщает своему другу ужасную новость. Его мать погибла. Ее похоронили снаружи вместе с остальными. Моя мама. Она погибла. Его сестра Сьюзи выжила, но она получила тяжелые ранения. У нее повреждены внутренние органы. Ребята ищут в обломках самолета все, что может помочь им выжить. Несмотря на то, что вокруг полно снега, люди страдают от обезвоживания. Обезвоживание в горах наступает гораздо быстрее, чем на уровне моря. И человек чувствует такую жажду, как если бы он находился в самом сердце пустыни. Людям приходится дышать чаще, чтобы получить достаточно кислорода. Выжившие начинают есть снег. Но когда он попадает в организм, тело теряет последнюю энергию и тепло, ускоряя процесс гипотермии. Карлитос пытается растопить снег, тряся его. Но эта процедура занимает слишком много времени и сжигает последнюю энергию. Выжившие обнаружили, что в спинках кресел находятся алюминиевые листы. Они складывают листы, чтобы сделать из них воронку. На алюминиевый лист клался небольшой слой снега, и солнце растапливало его в жестяную банку. Когда банка наполнялась, все делали по глотку воды. У ребят начала заканчиваться еда, и из-за голода ребята начинают слабеть. Нандо начинает думать о том, чтобы попытаться забраться на гору, ведь он считает, что они совсем рядом с Чили. Когда еда закончилась, люди стали думать о том, чтобы есть человеческое мясо. С момента крушения самолета прошло 5 дней, а намека на спасение так и нет. Сделав снегоступы из подручных средств, Роберто, Карлитос и 2 их друга планируют подняться на гору, чтобы найти хвостовую часть самолета. Там был их багаж и аккумуляторы, с помощью которых они бы смогли зарядить радио самолета и тем самым подать сигнал бедствия. Нандо начал изучать карту, которую нашел в кабине пилота, чтобы найти маршрут, по которому можно выйти к цивилизации. Он считал, что самолет потерпел крушение недалеко от предгорья Чили, и что от спасения их отделяет всего одна гора. Спустя несколько часов безуспешных поисков, Карлитос и другие ребята возвращаются к фюзеляжу самолета, так и не найдя хвостовую часть. Замерзшие и уставшие, они были подавлены. Казалось, что весь мир настроен против них. На 8-й день происходит еще одна трагедия. После мучительной борьбы сестра Нандо, Сьюзи, умирает. Сюзанна умерла. Моя сестра умерла. Мне очень жаль, Нанда. На эту ночь я оставлю ее рядом с собой, а утром вынесу. Наконец закончилась и еда. Люди начинают умирать от голода. Чтобы поддержать жизнь, организм кормит себя сам, расщепляя запасы жира и мышечную ткань на белки и энергию. Расходование жира и мышечной ткани приводит к еще большему ослабеванию организма и отказу жизненно важных органов – почек, легких и сердца. Если они не смогут найти источник белка и энергии, то они погибнут. На 10-й день Роберто Канесса, студент-медик,
Первым начал разговор о том, что они умирают от голода и им нужны белки. И единственный источник белков – это тела их погибших друзей. Сначала не все выжившие захотели есть человеческое мясо, но голод взял верх, и есть мясо стали все. В человеческом мясе гораздо меньше калорий, чем в любом другом мясе животных, и к тому же оно менее питательное, но в нем содержалось достаточно белков, чтобы они не умерли с голода. На 11-й день выжившие нашли небольшой радиоприемник и соорудили антенну, чтобы услышать новости о их спасении. На одном из каналов они узнали, что их признали погибшими, а все поиски прекратились. Это их ошеломило. Теперь они поняли, что их никто не спасет, и нужно самим попытаться выйти к людям. Нанда все больше убеждается в том, что он должен подняться на гору и позвать на помощь. Также он, сам того не осознавая, начал думать о том, кого из ребят он возьмет с собой, потому что он боялся идти один. И в качестве спутника для этого похода он выбрал Роберта, так как тот был лидером и был очень смелым, и он попросил его идти с ним. Тем временем отец Карлитоса, несмотря на то, что официальные поиски прекращены, продолжил поиски пропавшего сына. Он ездил в каждую деревню, спрашивая всех, кого он встречал, не видели ли они следов крушения самолета. Благодаря своим поискам он стал местной легендой. Ночью, на 17-й день их жизни в горах, выжившие услышали страшный звук. Это с горы начала сходить лавина. Она идет все с большей скоростью и движется прямо на их укрытие. Под лавиной оказывается большая часть людей. Той ночью погибло еще 8 человек. Теперь боевой дух оставшихся в живых 19 человек низок как никогда. Как считает Нанда Парада, если бы не эта лавина, то они бы все погибли, так как лавина укрыла корпус самолета снегом и спасла их от последующих бурь. И кроме того, у них появилось 8 новых тел. На 43-й день в живых осталось всего 17 человек. Нескольким молодым людям удалось найти хвост самолета, а в нем и аккумулятор для радио. Но аккумулятор был слишком тяжелым, чтобы его нести. И поэтому Нанда, Роберта и еще несколько человек вернулись к хвостовой части самолета вместе с радио и передатчиком от него. Они надеялись на то, что смогут починить радио и подать сигнал о помощи. Но подсоединить радио, передатчик и аккумулятор оказалось очень сложно. Несколько дней они пытаются починить радио, но безуспешно. Эта попытка провалилась. Нанда не прекращает поиски источника тепла и находит куски изоляционного материала. Члены экспедиции вернулись назад и поняли, единственным путем к спасению является только переход через горы до Чили. Теперь Нанда и Роберта знают, что их ждет верная смерть, только если они не попытаются совершить невозможное и смогут забраться на гору, где они наконец найдут спасение. Рядом с хвостовой частью самолета ребята соорудили гигантский крест в качестве сигнального знака для пролетающих над ними самолетов. Нанда выбрал дату 12 декабря, когда они начнут свой долгий путь к спасению. Он считал, что если не выбрать дату, то они и вовсе могут не стартовать. Но также стало понятно и то, что без ночевки в горах этот переход становился невозможным. И тогда была выдвинута идея спального мешка. Было принято решение сшить вместе большие куски ткани, которые были принесены из хвоста. Этим занялся Карлитос Паэс, а также он обучал других шить, и те помогали ему в работе. Так работа пошла быстрее. После того, как спальный мешок был закончен, 12 декабря ребята решили совершить переход через Анды до Чили. Ребята считали, что их поход займет всего лишь несколько дней, а самой главной опасностью являлось замерзнуть ночью в горах. И лишь только этот изоляционный материал мог спасти им жизнь. Из козырька кабины самолета сделали солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от снежной слепоты. Для переноски запасов человеческого мяса и воды, которая им понадобится во время похода, из одежды им сделали рюкзаки. Все понимали, что это решающая глава в их жизни. Либо они достигнут цели и будут спасены, либо умрут.
И никто так никогда не узнает, что они пытались спастись. Отец Карлитоса обещал денежное вознаграждение тому, кому известно хоть что-то о крушении самолета и нахождении выживших ребят. Он понимал, что чем больше людей узнает о крушении самолета, тем быстрее их найдут. На 61-й день пребывания в Андах, 12 декабря, перед тем, как уйти искать спасения, Нанда предлагает остальным тела своей матери и сестры в качестве пищи, чтобы выжить. У Нанда нашлись смелость и благородство не только на то, чтобы совершить такой опасный для жизни переход, но также нашлись смелость и благородство, чтобы разрешить остальным выжившим съесть близких ему людей. Нанда сказал Карлитосу, что они могут не вернуться, потому что это очень сложный поход, и в таких условиях они могут не выжить. И вот 12 декабря Нанда, Роберто и Антонио Визентин начали свой подъем. Восхождение на гору высотой почти 5000 метров оказывается очень тяжелым. Люди ощущают воздействие большой высоты. Недостаток кислорода уменьшает приток крови к сердцу и мышцам. Из-за ограниченного притока крови внутри черепа может произойти вытекание мозговой жидкости. Мозг начнет опухать, и без лечения человек умрет. Троица концентрировалась на следующем шаге. Чтобы было проще идти, они обозначали свой путь небольшими отрезками. Прошло уже несколько недель с тех пор, как поисковая операция была прекращена, но семьи пропавших потребовали от правительства Уругвая, чтобы они выслали наблюдательный самолет. Высоко в горах камера записывает огромный крест, явно сделанный человеком. Пленку проявили на базе чилийских воздушных сил и изучили фотографии. Благодаря этим снимкам они были убеждены в том, что ребята живы. Но на следующий день они узнали неутешительную информацию об этом кресте. Этот крест был сделан из инструментов для измерения снежного покрова, чтобы знать, сколько воды ждать летом. Это совсем не тот крест, который сделали пропавшие ребята. И только что начавшаяся спасательная операция снова прекращается. На следующий день ребята поднялись на гору, за которой они планировали увидеть зеленые долины Чили. Во всяком случае, так они думали, пока 2 месяца планировали этот поход. Но когда они поднялись на вершину, перед ними предстала совершенно другая картина. Перед ними новые хребты. И казалось, что конца этим горам никогда не будет. Ребята поняли, насколько сильно они ошибались в своих расчетах. Они были не на территории Чили, как они думали. Они были в самой середине горной цепи, на территории Аргентины. Но им казалось бессмысленным умирать на этой горной вершине. После 3 дней трудного подъема они были разбиты и измотаны. Но тем не менее, они приняли решение двигаться дальше. Они сказали Антонио вернуться назад и добавили третьего мяса к собственным припасам. Следующей их целью было спуститься вниз в долину. Отец Карлитоса сам арендует самолет и не прекращает поиски сына, несмотря на то, что его сын пропал более 60 дней назад. Нанда и Роберто идут уже несколько дней. Их мышцы сводят болезненными судорогами. Каждый шаг дается с огромным трудом. Нанда переживал, что если с Роберто что-то случится, то как он поступит? Понесет ли он его на себе? Или оставит его, пообещав вернуться со спасателями? После 7 дней такого изматывающего перехода Нанда и Роберто едва могут идти дальше. А надежда когда-нибудь выйти к людям начинает угасать. Ведь они идут уже столько времени, но не похоже, что эти горы когда-нибудь кончатся. Силы и жизнь были на исходе. Во время этого похода Роберто заболел дизентерией, но он пообещал, что будет идти дальше, пока не умрет. Постепенно снежный ландшафт исчез. Воздух становился теплее. Но теперь возникла другая проблема. При такой температуре мясо быстро портилось и становилось непригодным в пищу. Спустя несколько часов, на 9-й день, они увидели чилийского пастуха Серхио Каталано. Тогда они поняли, что они спасены. Пастух дал им знать, что он поедет за подмогой, а Нанда и Роберто остались ждать спасения. На 70-й день после крушения
Группа всадников отвезла двоих выживших в местную деревню, где они впервые за это время наконец смогли поесть нормальную пищу. Никто не мог поверить, когда ребята сказали, что на месте крушения самолета спасения ждут еще 14 человек. Узнав, где были оставшиеся выжившие, картографы очень удивились, ведь это территория Аргентины. На 71-й день чилийская спасательная служба отправила вертолеты, чтобы спасти оставшихся в живых. Нанда вызвался сопровождать их в пути. 22 декабря, накануне Рождества, всех оставшихся в живых ждало настоящее рождественское чудо. Их наконец-то спасут. И им больше не нужно выживать в нечеловеческих условиях и поедать тела своих погибших друзей. А их родственникам, которые все это время жили в неведении того, живы их родные или нет, наконец стало известно, что часть людей, хоть и малая, но все-таки осталась в живых. Кто-то радовался от того, что его близкий человек жив, а кто-то рыдал от его потери. Отцу Карлитоса сообщают, что его сын жив, и он едва осмеливается в это поверить. Наверное, воссоединение выживших со своими родными никогда бы не произошло, если бы Нанда не взял на себя ответственность совершить такой опасный для жизни переход. Все 16 оставшихся в живых пассажиров были спасены и доставлены в больницу Сантьяго. У них были диагностированы высотная болезнь, обезвоживание, цинга, обморожение, переломы костей и недоедание. На Нанда и Роберто смотрели с удивлением и восхищением. Альпинисты считают, что та местность, которую прошли Нанда и Роберто, просто невозможно преодолеть без альпинистского снаряжения, теплой экипировки, достаточного количества еды, воды и кислорода, а также без хорошего знания местности. Ведь ребята все это время шли наугад и даже не представляли, какую опасность могут таить в себе эти горы. Из 45 пассажиров рейса Fairchild FH-227D в живых осталось только 16. Ослабшие от холода и голода, они грелись теплом друг друга в разбитом корпусе самолета 72 дня. Их история – доказательство силы человеческой воли и того, что человеку под силу невозможное, и что мы не знаем, на что мы способны, пока не окажемся в подобной ситуации. Спустя месяц после спасения экспедиция прибыла к месту крушения и похоронила останки погибших людей. Фюзеляж самолета сожгли, чтобы не началось массовое паломничество. А место, где разбился самолет, теперь называют долиной слез. Теперь выживших ждало новое испытание – возвращение к нормальной жизни в цивилизации. В живых осталось только 5 игроков команды Old Christians: Нанда Параде, Роберто Канесса, Антонио Визентин, Густаво Зарбино и Рой Харли. Нанда ненадолго вернется в спорт, но проведет всего несколько матчей. У Роберто дела пойдут лучше. Команда Old Christians возродится и станет легендарной. О клубе узнает весь мир. Сейчас Old Christians – 19-кратный чемпион Уругвая. В 2012 году выжившие игроки легендарной команды сели на самолет и отправились в Чили, чтобы спустя 40 лет сыграть в Сантьяго с соперниками из клуба Old Boys. Но на этот раз полет прошел без происшествий. Они должны были сыграть в Сантьяго еще в 1972 году. Но один из смертельных клыков Андских гор зацепил крыло авиалайнера. После их спасения стала известна новость о том, что выжившие прибегли к каннибализму, и на них началась травля. Их критиковали за то, что они выжили, питаясь телами умерших. Конечно же, критика исходила и от родственников погибших. Однако католическая церковь встала на их поддержку, и после этого травля прекратилась. Даже сейчас многие люди, посмотрев фильм или прочитав книгу об этой истории, все так же не понимают такое поведение. Но, как я считаю, такие люди просто большую часть своей жизни проводят лежа на диване и смотря видео на телефоне. И они думают, что с ними никогда ничего подобного не случится. Но никто не знает, что с нами случится завтра. Может быть, и нам тоже однажды придется выживать где-то в горах, лесу или открытом море.
и поедать чью-то сырую плоть. Наверняка кто-то обо мне подумает примерно так. Что ж, вот когда ты попадешь в такую ситуацию, тогда посмотрим, как ты будешь есть человечину. Я этого и не отрицаю, ребята. Как я думаю, есть захочешь, все съешь. Так что да, ради выживания либо ты сам переступишь через свою гордость и пойдешь на что-то аморальное, либо ты умрешь, а твое тело поможет кому-то прожить еще какое-то время. А как бы вы поступили в данной ситуации? Вы бы стали есть своего друга? Или бы умерли от голода? Человек без пищи может прожить около месяца, иногда чуть дольше. Все зависит от количества жировых отложений. А когда запасы жира и мышечной ткани заканчиваются, начинаются дистрофические и атрофические изменения в организме. Страдают многие органы. В конце концов, человек умирает от сердечной недостаточности или от избытка токсинов в организме. Мне бы хотелось знать, что вы думаете об этой истории. Давайте обсудим это в комментариях. Согласны ли вы с тем, что у ребят был единственный шанс выжить – это заняться каннибализмом? Или они должны были просто медленно и мучительно умирать от голода? Лично я не осуждаю их за это и понимаю. Пишите свое мнение. Пишите, если кому-то из вас тоже приходилось выживать в экстремальной ситуации. И это не обязательно должен быть каннибализм. Может быть, вы потерялись где-то в глухом лесу, и вам приходилось питаться только тем, что вы найдете в качестве пропитания. Или, может быть, вы тоже пережили крушение самолета, или потерпели крушение на воде. В любом случае, если у вас есть своя история, напишите ее. Мне будет интересно о ней узнать. Я надеюсь, что вам понравилась эта история. Это, наверное, одна из моих любимых историй про выживание. Если не считать книгу Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». В ней рассказывается про девочку, которая вместе с матерью и братом пошла в поход по Апалачской тропе и заблудилась в диких лесах. Она больше 10 дней выживала, пока не вышла к людям. И хоть это всего лишь рассказ, не основанный на реальных событиях, это очень интересная книга. Я перечитывала ее несколько раз. И также я рекомендую прочитать ее вам, если вас интересуют подобные истории или вы просто любите творчество Стивена Кинга. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр и особенно за то, что вы досмотрели видео до этого момента. Также мне было бы интересно узнать ваше мнение о качестве моих видео. Мне в комментариях писали, что было плохо слышно. Я всегда специально повышаю громкость видео, чтобы при этом не исказить звук. Также я несколько раз пыталась преобразовать звук с целью его улучшить, но эта затея провалилась, уж поверьте. После обработки голос и вовсе становится шепелявым. Так что я эту идею отбросила. Но если вы считаете, что качество моих видео не совсем хорошее, то, может быть, вы посоветуете мне какие-то приложения или сайты для его обработки? Я буду вам за это очень благодарна. Также я буду вам благодарна за подписку и лайк. А также я буду признательна, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, а они, в свою очередь, также подпишутся на мой канал. Это видео должно было выйти в четверг, но уже в процессе монтажа я заметила, что в части видео отсутствует звук. И я так и не поняла, почему. Поэтому часть видео мне пришлось перезаписывать заново. Так что если бы не этот форс-мажор, то видео бы вышло раньше. На этом я с вами прощаюсь. Я вас целую, люблю и обнимаю. Увидимся на следующей неделе. Вас ждет новая интересная история. До встречи!